Ребята, всем приветики. Я тут по хозяйству. У меня здесь, в общем-то, череночки, хоечек разных. Надо посмотреть, кто из них уже имеет корешки, кого можно высадить. Боже, яка краса, яка краса. В общем, как вы видите, у меня здесь уже все готово, можно сказать. Ну, не совсем готово. А череночки у меня здесь 2 черенка эллиптики. Кому-то из девочек срезала, и остались излишки. В общем, я подержала их в воде где-то недельку. И вот уже наметились корешки. Вот когда уже намечаются вот такие вот корешки, уже можно высаживать. Не надо ждать, пока там уже будут. Это, кстати, хороший черенок с цветоносом. Несколько раз цвела на нем. Ну, надо было мне поделиться, и я срезала усик. Дело в том, что из-за того, что этот черенок дал цветонос, он дальше пока не будил почку. И вот такой неудачный, коротенький, ну, тоже корней дал. Может, он еще быстрее примется. Тоже эллиптика. Это она же. Так, вот остался у меня один. Я девчонкам пораздавала черенки, а вот остался один. Ну, уже тоже появились корешки. Это Николсона. Ага, вот тут корешок прям возле узла появился. В общем, я, в принципе, думаю, что его тоже можно усадить. И вы спросите, Аня, что это там у тебя за усик? О, я, честно говоря, сейчас вот вы бы меня спросили, я бы, конечно, сразу бы не ответила, потому что сейчас судорожно вспоминаю, чей это ус. И кажется мне, вот он без листьев, что это Pottsy Splash. Да, по-моему, это Pottsy Splash. Я девчонкам отрезала. Он просто очень долго. Вот он выдал ус длиннющий. Хоя выдала. И очень долго не хотела растить листики. И вот это он болтыхался, я срезала на черенки, начеренковала. А этот усик как бы не помещался в посылку, да и зачем он нужен? Я его отрезала, поставила в воду, вот он дал за неделю росточки. Там Лимоша у меня горцует. Лимоша, скажи всем привет. Девочки, сегодня нарвала ей таких небольших веточек от фруктовых деревьев такие, с почечками на улице. Там нашла дикую вишню, дикую алычу, шелковицу. По кусочку даю ей, она, короче, съедает с удовольствием эти веточки. Я прям не ожидала, я так скептически, знаете, думаю, ну, принесу ей, захочет, будет есть, не захочет. Но я как-то вот пока не увидела, что их нет, этих веточек, оказывается, попугаи любят грызть веточки. Так, ушла от темы. Значит, я хочу сейчас делать здесь... Ой, девочки, извиняюсь, это тут моя тренога. Приготовить стаканчики. А сколько у нас черенков? 1, 2, 3 и ус 4. Ну правильно, 4. Вот эта хорошая водичка, в ней проращивались. Появлялись корешки в этой водичке, она без добавки. Но в ней уже сами растения выделили укоренитель. Но я все равно буду пользоваться вот этим радиофармом. Единственное, что мне не нравится, что он это биостимулятор корневой системы. Я еще ни разу не пользовалась. Обычно у меня, в принципе, неплохо проращиваются они в тепличке, но я раз уже купила и отдала 85 гривен за этот пакет 25 грамм, то я сейчас наберу. Там, значит, у меня пол-литровая емкость. Тут даже много я налила. Сейчас отолью. Я добавлю, получается, так, здесь, значит, так, здесь 25 грамм на 10 литров. Значит, на литр 2,5 грамма, ну, будем считать, что это миллилитры. И, значит, на эту бутылочку, на пол-литра, где-то, ну, не 1,5, меньше, 1,25, ну, 1,2 в шприце.
Надо набрать вот так где-то вот 1,2. Проткнуть пакет. Но если проткнешь пакет, то потом, конечно, ну все ж сюда в 2 миллилитра не засунешь. Короче, посмотрим. Надо будет какой-то найти пузыречек для того, чтобы это все перелить. Вот не люблю. Но тут, знаете как, тут рассчитано на то, что ты сразу разведешь на пару ведер, на 2 по 5 литров или на 1 10-литровую и пойдешь укоренять. Ну, а нам-то много не надо. Насаживать, девчонки, буду торф Классман. Вот здесь он у меня. В нем хорошо укореняется все. Прекрасно. А вниз я просто поломаю кусочки пенопласта в качестве дренажа. Ну, кто-то насыпет меленький керамзит, кто-то вообще ничего не положит. Ну вот я для того, чтобы там водичка лишняя стекала туда, я туда немножечко его добавляю. Конечно, не очень хорошо, когда потом хвоя прорастает туда корнями. И потом, если пересаживаешь этот пенопласт, выковыривать, видите, он к рукам электризуется. Не очень приятно. У меня сегодня такое настроение, знаете, много дел сегодня сделала. У меня сегодня было в 2 комнатах обработка санмайтом профилактическая. Но я вообще каждые полгода беру санмайт, развожу, это акарицид против клещей. И вот так по комнате, да, посмотрите, как электризуется. По одной комнате я обрабатываю растения, в том числе и хвои, и орхидеи. Конечно, он действует через 15 минут на вредителя, если попадет на него конкретно. Он контактного действия. Посмотрите, что творится. Электризуется. Эбонитовая палочка, помните, в школе, когда мы терли ручку и потом собирали на парте мелкие кусочки бумаги, изучали физику. Да ёшкин кот. Так, достаточно. Я смотрю, что у меня куда-то, понимаете, после моей генеральной уборки куда-то подевались нужные мне, которыми я, в принципе, орудовала, совочки, лопаточки. Нема. Так, в общем, сначала высадим, а потом будем прокалывать шприцом, набирать будем и готовить поливочную воду для укоренения. А пока будем делать все просто. Я вот свободным стаканчиком буду насыпать. Решила такие побольше стаканчики взять. Он такой торф Классман рыхлый, дышащий. И на начальном этапе очень хвоечкам нравится. Это делается все просто. Вот так раз и воткнули. Для того, чтобы удерживалось, надо, конечно же... Ой, надо больше положить. Надо взять какой-то фиксатор. Из скрепки его сделать, или вот продаются эти фиксаторы. Надо было больше насыпать. Потом же еще и присядет. Ну, как-то вот в теплице, в торфе Классмане очень классно укореняются они. За пару недель. Самые вредные там подольше, месяц стоят. А такие не сильно вредные нормально укореняются за дней 10-14. Так, чумазик. Чумазик. Тут немножко листья не дают его утопить. Так, этот надо будет конкретно так засунуть, чтобы он хорошо доставал до грунта корнями. Побольше положу, он присохнет, присядет, когда я его полью. О, кусок. Видите, какие корешки? Этого достаточно для укоренения. Вот так вот. Видите, он за счет листьев он отстегивается так, отпрыгивает. Ой.
кусочек немножко попал такой. Я зафиксирую. Так, Николсона тоже надо будет сейчас подсадить. У него тоже тут проблема. Он не дает своими листиками. Видите, какой черенок? Листья не дают погрузить полностью. Придется вот так его высаживать на бок. А тут, по-моему, 2 стакана. Точно. Один неустойчивый, поэтому будет 2. Вот Николсона можно прям вот так вдоль стенки. Но что делать? Листья мешают. И так и засыпать. Потом корешки появятся, и все будет хорошо. Зато он не будет выпрыгивать. Будет вот так хорошо держаться. Он, когда начинает после укоренения разрастаться, он сначала капусточкой растет. Да, капусточка это будет немножко все-таки неправильно. Ну вот так давайте сделаем. Надо его фиксировать. Надо посередине все-таки. Я поменяла решение посередине. Но надо будет сейчас всех укрепить. Сейчас найду какие-то у меня есть от орхидей там скрепочки. Сейчас, девчонки, глянем, что у меня есть подходящие. Не скрепочки, а такие, помните, держатели. Сейчас. Вот такие, помните, проволочки. Скрепок у меня сейчас нет с собой. А эти проволочки, они очень такие... Ага. Ничего, держится. Очень даже неплохо, что я их не выкинула. Так я вам скажу. Все в хозяйстве пригодится. Там внутри тоже проволока. Поэтому одинаково. Что скрепка, что не скрепка. Что это проволочка. Все вот так за один листик. Главное, чтобы они корешками схватились потом впоследствии. Так, еще одна нужна. 3-я. О, есть. Я знаете, что не использовала в этом сезоне? Вот такие покупала штучки в Эпицентре. Держатели. Такие на кнопочках. Для подвязки. Так я их... Так они раз. Так что-то я про них забыла. Ой. А открыть? Ой. Не что, на совсем? Одноразовые, что ли? Да вроде не должны открываться. Нет, открыла. Но с усилием. Вот целый мешочек. Что-то я недавно делала порядки, наводила и нашла эти силиконовые держатели. Так, не забыть, я же хочу еще одну закрепить. Не хочу сильно там прямо... О, все. Так, и у меня остался один усик. Не будем ему ложить дренаж, так как мы этим стаканом набирали. Мы наберем еще вот так. То есть здесь будет просто в одном классном классмане. Но пока не возьмется. У меня так, кстати, я вот точно так укореняла, знаете кого? Усик от Гунинг Гадинг. И очень даже неплохо укоренился, девочки. Гунинг Гадинг. И все прекрасно произошло. Это я тут свой сундучок свой ложу на место. Мне тут все что угодно. Все что угодно. Даже есть вот такие пчелки. И пробки от вина. Я так думаю, другой раз может где-то что-то подставить. Знаете как? Наши садовые всякие нужности. Так, ну что, разводим. Я даже не знаю, где лучше уколоть. Если я здесь сделаю прокол, то я, наверное, надо повыше колоть. Надо вообще несколько дырочек сделать, чтобы... Ну, где-то в середине. Если я здесь сделаю, оно туда будет литься. Мне ж много не надо. Оно... Ой, оно темное? Я не знала. Мне надо дотянуть. Уже не хочет набираться. Ой. Что такое? Не хочет набираться.
что там одна только пена. Сколько я набрала? Вот сейчас я тут натворю. Не медик я. Сколько я набрала? 1 кубик я набрала. Да хватит, девочки, 1 кубика. Ну такой темный вообще. Помоем. Да? Не будем делать сильный концентрат. Запах пошел. Теперь получается пакет вскрыт. Ну, попользуемся. Может, можно будет полить орхидеи, которые которые плохо растут. Да? Да и хвои. Хотя у всех хвой, в принципе, ну, для такой профилактики. Так, но этот я не буду сильно. В общем, давайте заодно плазмон прольем и заодно смоем все, что мы тут натворили. Ну, можно. Я так сейчас просто вот делаю и думаю, вот этим же можно какие-то орхидеи, у которых плохой рост корней, там, где желаешь лучшего. Ой, надо было вот эту воду добавить. Давайте немножко этой воды тоже добавим, потому что это хорошая вода. Это вода такая, с гормонами роста. Я надеюсь, еще не успели туда выделиться самим растением. Видите, как плазма тяжело промокает. Вот я 1 раз поливаю, потом ставлю в теплицу, и второй полив уже не скоро. Видите, хорошо. Так, заберем. Хорошо, что я все-таки... Видите, как долго промокает? Надо ждать. Там сухо, а промокать не хочет. Надо ждать. Он постепенно намокает. Вот здесь уже прошло вниз, и здесь уже внизу есть. Но он такой очень пухкий, очень рыхлый. И корешки с удовольствием растут в него, потому что он дает возможность дышать корням. Господи, мой этот штатив, он постоянно у меня летает. Так, девочки. Хуечки замечательные. Так, ну тут, я думаю, уже достаточно. Но они сейчас постоят какое-то время. Но здесь что-то плохо промокает. Не могу понять, что это. Прям вода стоит и все. Давай. Алло. Ну, надо время. Надо время. Так, хорошенечко прижмем вот так. Вот, стало мокро. И стало лучше держаться фиксатором. Видите, какие красивые у Николсона эти листики. Они у меня загорели. Если я наливаю, вода его выталкивает. До свидания. Притопись. Ну, надежда на то, что корешки пойдут и все будет хорошо. В общем, все. Осталось мне поставить в тепличку. Там место есть. Место есть. Поставлю в тепличку. Я принесу сейчас ее. Мы с вами посмотрим, как там развиваться продолжают жители моей теплички. Ну, черенки, которые уже практически укоренились. Притащила свой сундук, чемодан. Смотрите, вот эти у меня даже не стояли в тепличке. Это они сейчас в обработке все. Я же говорю, сегодня всех побрызгала. Это мои Eskimo Silver. Но у них, кстати, они сейчас на воздушке, они начали растить новые листики. Вот здесь вообще новая веточка продолжается. Хороший такой красавчик. Так, я их тоже полью этим снадобьем. Им это очень даже пригодится. Кстати, вот после обработки не смывается обработка долгое время после санмайта. И говорю, на 15, вот видите, обрабатывала какой-то жучок, ну этот
это ж не клещ, на летающих не действует, только на паукообразных ползающих. Так, в общем-то, 6 недель работает и защищает растения. Вот я говорю, я раз в полгода, где-то в начале весны, вот в марте, как в этом году, и потом в конце осени обрабатываю от клещей. Так, вот это мое чудо-юдо, я вам рассказывала, так и стоит, без движения. Но его не надо, это чудо-юдо, поливать, оно политое, мокрое. И вот здесь мои красавицы полинейры. Вот это конкретно мой экземпляр. Весь уже в корешках, потому что у меня большой нету. Я просто залила свою и пришлось спасаться бегством, хватать секатор, черенковать и укоренять. Так, вот еще одна уже листик дает. Видите, тоже корешки. Вот. Но тут без всякого полива укоренителями. Здесь просто торфплазмом. Вот точно такая же система. Видите, сколько корней. И тепличка. Я думаю, что без теплички тоже прошел бы процесс неплохо, но дольше. Вот они все тяжелые. Здесь тоже вон корней достаточное количество. Но здесь пока я не вижу точки роста. Ну, думаю, она скоро проснется. Так, сейчас ее помою. Она тут уже вся позеленела. И еще добавлю им в компанию. Ну, лакунозы эскимосские, эскимо я не буду добавлять. А вот эти опять поставлю. Сейчас они тут проветрятся. И добавлю вот этих красавиц. Еще гляну. Может, надо долить побольше водички. Ну, тут хорошо промочен грунт. Здесь надо еще промочить. Здесь получилось неплохо, тяжело, много воды. Хорошо. Но они не боятся, потому что они же черенки, которые только из воды их достали. Поэтому, я говорю, это можно даже вот так один раз полить и поставить, и там не поливать долго. В теплице они месяц можно не поливать. Они укоренятся. Там такая атмосфера в теплице, влага 100%. И они вот с удовольствием вот так ушки растят. Так что все нормально. Все нормально, развиваются. У меня Светлана, кстати, сейчас вам ее покажу. Она же мне тоже не хотела расти. Пока вот в этот ящик я ее не поставила. И она вот это, по-моему, да, я схватила ее. Грунтовая вот это вот от влаги. Жучки, паучки. Этот листик не вырос. Надеюсь, что вот эти будут побольше. Хотелось бы вот такие большие. Ну, начинаем все сначала. Одна уехала там к девочке. Здесь я хочу 2 себе оставить. Вот эту, когда, ну, какая-то, либо это. Я жду, пока она подрастет. Тоже поедет кому-то из вас. Пишите на Фейсбуке Аня Ярощук. Так, мою и складываю всех. И мы с вами сейчас пойдем покажу, как себя Света ведет. Потому что вот эта Светлана, она, конечно, не из простых, как для меня оказалась. Может, у вас нормально растут? У меня вообще. Но только сейчас она как-то, я ее уговорила. И она начала нормально расти. Ну, надеюсь, что радиофарм даст какой-то нам толчок. Это биостимулятор корневой системы. Ну, посмотрим. Так что девочки рекомендуют, говорят, что очень хорошо отзываются черенки на полив этой добавкой. Так что у кого есть проблемы с укоренением, попробуйте радиофарм. Девочки, я вот эту тоже полила с биостимулятором, хотя она влажная была. Ну, блин, она вообще, я ни корней тут не вижу, ничего. Вообще стоит, уже полизгнила или я не знаю. Тут даже черенка у нее нового невозможно взять. Тут один узел, вот такой что-то. Короче, посмотрим, может радиофарм, или как раз, радиофарм. Может радиофарм справится. Так, новичков сейчас будем сюда ставить, пытаться вместить. Всегда тоже такая, знаете,
тяжелая задача всех вместить. Листья же у всех торчком. Можно во второй ряд ставить. Скоро полинейры уже поедут на свет Божий. Привыкать к обычным комнатным условиям. Потому что теплица это хорошо, но надо же... Так, тут торчащие листья, попробуй. Тут, знаете, нужен огромный, просто огромный... Так, сейчас, пока уберу эту. Огромный контейнер. Но я и так не маленький купила. Ну вот не все помещаются. Маленькие можно высаживать. А я думаю, этот туз поставлю отдельно, просто под лампу. Не буду его сюда пихать. Так, ага. Теперь Пателла Пинк не вмещается. Пателла Пинк, у тебя уже перелимит в нахождении в этой теплице. Тебя уже не пускают. И этой в растопырку листики. Ну вот так вот как-то сделаем. И тогда Пателла Пинк здесь где-то поместится. Ну, не хочется пока ее доставать. Она у меня уже... Я уже ее доставала, а она все равно... как бы... Что доставай, что не доставай, ничего не поменялось. Так, ну вот так. Проветрились. А этот пойдет просто под лампой, рядышком будет стоять. Ему не обязательно. Ну, я буду смотреть. Если вдруг там совсем будут дела плохи, тогда я... Так, закрою. Тогда я его там всех растолкаю и его поставлю тоже. Так что, девочки, вот такие вот дела. Видите, сколько еще осталось укоренителя. Можно кого-то пролить, у кого с корнями не гуд. Ну, вот этих тоже я пролила. А так, в принципе, у меня сегодня все политы. Не думала, что сегодня буду заниматься череночками этими. Ну вот настроение позаниматься. Вот такая вот у нас красота. Помните, после теплицы она вырастила. Это Светлана. С вами попрощалась, но не рассказала, обещала Светлану показать. Она ж не хотела расти. И вот она вот этот огромный лист вот в этой теплице и выдала. И потом я смотрю, что она уже там место занимает много. И думаю, что ж она будет расти теперь в теплице. Я ее достала, она сидела. Она даже вот тут вот точку роста возобновила как бы. А потом она ее после того, как я из теплицы достала, она ее отсушила. И уже здесь она все же смиловалась надо мной. И смотрите, какой она усик сейчас растит. Вот такая вот. Я здесь ее прислонила. Вот смотрите, прям сюда. Вот сюда. Типа опора у нее. Она почувствовала опору. И она как будто по опоре. Вот сразу вот здесь. Вот тут болтики тут всякие. Она вот тут, короче, ползет. Я говорю, ну давай, давай. Ползи, милая, ползи. Вот такой вот в теплице вырос немаленький лист. В общем, не знаю, посмотрим, что будет дальше. А Тедик, вот он, когда обсохнет, воду выпьет. Кстати, за пару дней высыхает плагрон. Но он такой еще влажненький. Ну, раз в 4-5 дней надо водичку доливать. Вот в следующий раз я попробую его тоже полить. Сейчас он мокрый. С помощью, вот добавить эту добавку. Биостимулятор роста корней. Может, он что-то выдаст. Не знаю, вот эти две красотки у меня тут стоят. Это исправилось, этот не хочет исправляться. Ну и теперь вот у нас вновь новая тепличка. Будем укореняться. А усик пошел туда. Вот он рядышком там с лакуносками, с орхидейками, с котлейками. Будет там без... Ну, крышка есть, но я не накрываю. Пускай там укореняется. Вот так вот, девчонки. Виктория Секрет моя уже. Ой, Виктория Лейс. Ну вот как-то она до конца не открывает свой цветочек. Может, еще пару дней надо, чтобы она его распахнула. Видите, все у меня вот такие теперь чумазые здесь. Потому что они сегодня получили снадобья. Такие теперь будут стоять 1,5 месяца. Вот такие
грязнючий. Ой, еще один бутон открыл. Красота. В общем, все, девочки. Теперь я с вами прощаюсь. До новых встреч. Боже. Кружева Виктории. Кружева Виктории. Все. Девочки пошли в тепличку. Здесь тоже все неплохо, неплохо. Биглип, который пришел с такими обмороженными листьями, пока вот вроде ничего не скидывает, тьфу-тьфу, собрался цвести. Красавчик. Я сегодня обломила ему бутон. Но бывает. У нас все бывает. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем в соседнее село со своей фонотекой. Боже, давно я не собирала чемодан. Едем, едем с гаража, угнав папину победу. А до деревни то и далеко. Сейчас надо будет подумать, что с собой взять. И нам добраться будет нелегко. Сейчас, девочки, буду думать, сколько чего взять. Можно только 20 килограмм.